Дорогие друзья, меня зовут Степан Путила, я лечащий врач престарелых диктаторов в уникальной психиатрической больнице, построенной крепкими хозяйственниками в далеком 94 году. У моих пациентов расстройство культа личности, искаженная картина реальности. Мы пока оставим пациентов наедине с собой и посмотрим, о чем они будут говорить. Почему этот человек на меня так пялится? Смотрю, вспоминаю, думаю, что ремонт в своем дворце закончить не успел, а балкончик уже чинить надо. От Золотых Орлов и аквадискотеки скатился до утки под кроватью. Смотрел на Киркорова, что приезжал к тебе в имение, а сейчас Наполеона ходишь посмотреть в соседнюю палату. Я его боюсь. А ты не бойся, давай лучше чаю выпьем. Итак, друзья, мы проделали большую работу, но многое еще впереди. С чего начнем сегодня? С хорошего, доброго, вечного. Опять будете грустить о совке? Грустить не будем, будем возвращать. Хотя бы на картах контурных. Эх, во время-то было. Молодость, сеновал, пломбир за 50 копеек. Санитары, кто ему снова дал карту? Я же просил вас. Мы вернем СССР не только на картах, но и в реальности. Для этого нужно мобилизовать все наши ресурсы. Тю, да тебе уже мобилизовывать нечего. Кто бы говорил, забыл, как с автоматом без рожка танцевал. Ну, хоть не на бункере без крыши. Вообще-то я под крышей. Под крышей Китая. Начнем с общего. Вы думаете, у вас в стране демократия? Ну да, народ сам решает, идти или не идти на выборы. Результат-то они знают. Вы поймите, не я хотел эту власть. Ее мне народ дал. Да. И теперь у вас хрен кто ее заберет. Власть не бутерброд, Алеша. Не вы ее давали, не вам забирать. Так тебе ее точно никто не давал. Вот никто и не заберет. Видели, кого привезли? ФСБ, кого привезла несколько дней назад. Вот это один из тех людей, которые терроризировали страну. Значит, на террориста не очень похож. Животное какое-то. Да, видели это животное, которое нам ФСБ в Москву привезло. Мне кажется, что наши пациенты просто не понимают, что такое демократия. Они видят только власть, но даже не задумываются о том, что власть им дают люди. Сейчас на терапии мы и поговорим о том, как они манипулируют историей, чтобы эту власть не отпускать. Давайте к делу. Мы собрались, чтобы проработать ваши проблемные моменты, например, связанные с событиями прошлого. То есть вы просто используете историю в своих интересах и не пытаетесь ее понимать. Я историк. Что нужно понять? Понять, как ты стал историком, если только что был футболистом, а до этого вертухаем. Я быстро учусь. И вообще я многогранная личность. Скорее, биполярная. Если вы историк, то почему вы скрываете историю от вашего народа? Лапти, Ленин на броневике, Великая Отечественная. Что этим белорусам еще нужно знать? А как думаете, с какой частью истории ваши народы знакомы лучше всего? С той, где мы победили фашизм. Давненько русские танки не были в Берлине. Можем повторить. Как неприятно за нашу мэрию, за ветеранов, что в таком говне им праздник сделали. Не пройти, не проехать. Это же какой позор! Глядя на вас и не скажешь, что фашизм победили до конца. Кстати, а кто-то знает о судьбе людей, переписывающих историю? Когда люди верят в твою версию событий, они верят и тебе. Но история должна дать им понимание, кто они, откуда. А если история народа придумана кем-то, то и весь народ становится выдумкой. Отличная идея! Моей выдумкой! И я могу заставить их делать все, что я захочу. Мой дед придумал для моего народа его прошлое. Мой воевал. За кого? Неважно. Но знаете ли вы, что большая часть того, во что вы верите и что несете, придумали не вы? Я придумал диктатуру демократии. Как это? Когда я разрешаю им выборы, а выбрать они могут только меня.
Кому есть дело до реальной истории, пока та, что выдумана мной, вдохновляет людей делать то, что я говорю. Не в этом дело. Дело в том, что у других людей есть свой взгляд на те или иные исторические события. И вместо того, чтобы обсуждать их, вы вешаете на них ярлыки иностранных агентов, как раньше вешали ярлык врага народа, или бросаете в тюрьму, как в ГУЛАГ или в концлагерь. У меня, кстати, на территории нет ни одного концлагеря. У меня вся страна один большой концлагерь. Владимир, а что вы там прячете? Это его кошелек. От санкций по привычке прячет. А, это ж Ротенберг, простите, к нам, посетителям, сейчас нельзя. Это другой кошелек. От санитаров прячет. Вот эта двойная жизнь, двойные стандарты — это то, из-за чего вас люди не любят. Они помнят свою историю, в которой у них всегда все отбирали. Но вы скрыли от них правду и заменили ее вымышленным суррогатом. Я думаю, что народец стремится обратно в Советский Союз. Там же было всем так хорошо. В своем стремлении возродить совок вы зашли далеко, но решили остановиться на ГУЛАГе. ГУЛАГ по сравнению с моей страной — санаторий. А я давно хотел границы у себя позакрывать. Вон как у тебя получилось хорошо. Закрылись и варитесь там в собственном соку. Кстати, доктор, возвращайтесь. Мы вас простим. Ползком на коленях. Вернемся, когда вы вылечитесь и будете готовы отвечать за свои поступки. Тогда не возвращайтесь. Закрытие границ и железный занавес и стал одним из толчков к развалу Союза. Вы наступаете на одни и те же грабли, потому что историю не учите. Вот он, историк. Я предлагаю таки начать нашу терапию. Что вам снится в последнее время? В принципе, ничего нового. Опять снилось, что выбрали президентом. Да, И тут врете. да. А вам? 동지께서 출석단에 나오시자 터치 본분을 다한 전사들이 나타나니 Тоже понятно, но уже лучше, уже делегируем, даем детям развиваться. Мы город взяли. Ура! Ну, это Красноярск. А на самом деле что снится? Эй, ничего там не мочите. Не знаю, но в Киев я таки взял и приехал. Забавно, что Киев вам даже снится, или только снится. Киев — мать городов русских. А при чем тут Россия? Ну, как Русь-матушка. Москва основана как минимум на 500 лет позже Киева, Питер еще позже. Тогда все права на Русь остаются у Киева. Но вам это не нравится. Даже в российской Википедии поменяли Киевская Русь на древнерусское государство. Ну, неправда. Я всегда говорил о нашем единстве. И стену, что воздвигли между нами, я считал одной общей бедой, трагедией. И эту стену вы решили разрушить артиллерией и искандерами? Ну, а как иначе? Но вам же сказали, живите сами со своей историей, а нас оставьте в покое. Все, кто не с нами, те против нас. Продолжим терапию. Какая ваша первая мысль, когда вы просыпаетесь? Фух, я у себя во дворце, а не у тюрьме. Я двойник или оригинал? Думаю, моим людям повезло с таким великим лидером. А повезло с чем? Пережить еще одну ночь в аду? Вы заперли страну в своей идеологии, словно в огромном пузыре. Как думаете, почему вам верят? Потому что я им другое не показываю. И вы этим пользуетесь. Альтернативная реальность тоже реальность. Те, кто выезжал, что говорят об уровне жизни, да вот хотя бы в Южной Корее? Ничего не говорят. Потому что не возвращаются? Потому что не могут. Но ведь они не могут не понимать, что за границей жизнь намного лучше. В соседней Южной Корее прогресс ушел вперед на несколько поколений. Любая новая война может его вернуть настолько же назад. Но нас держит идеология Чучхе. У нас Новый год, день рождения Ким Ир Сена. Да, у вас президент страны умер давно, но остается президентом. Класс! Вот это инерция! До такого уровня мне еще жить и жить!
Не умер, а вечен. У нас такой на Красной площади лежит. Вечный. Идея у Кима хорошая. Сохраню для себя. Только с днем рождения определюсь. Но ведь когда люди поймут, что вы их надурили... Меня привяжут к ракете и отправят далеко-далеко. Хорошо, что вы это понимаете. Ладно, вернемся к истории. Почему вы все время используете фашизм, когда говорите про врага? Вот почему именно фашизм? Потому что мы его победили. Вы его возглавили. Ну, подождите. В фашистской Германии было много правильных моментов. Дисциплина, железный контроль. Там форма военная, символика их такая сильная. Да-да, идеальная президентская республика. И вы решили все это у них перенять. Ну так, один раз сработало же. И чем все закончилось, помните? Тогда не получилось. Получится сейчас. А остальных помните? Амар аль-Башир, Саддам Хусейн, Башар Асад. В соседней палате у всех не очень сложилось. А знаете хоть одного диктатора, у которого все закончилось хорошо? Папа мой. Да, и теперь вы сидите в закрытой стране с нищими гражданами, которые не могут выехать и живут в выдуманном мире. Они счастливы. Потому что иначе их расстреливают. Я не всех расстреливаю. Многие до расстрела просто не доживают. Меня, знаете, немного пугает то, что у вас из-под подушки Mein Kampf выглядывает. А может, это я немецкий учу? Судя по некоторым вашим речам, вы его уже выучили, ведь у вас очень много похожего с Гитлером, даже тексты, даже маниакальная одержимость присоединением территорий, много деталей. Я к евреям и славянам нормально отношусь. Точно? А то, что в Украине вы сделали, это геноцид, оккупация Беларуси? Какая оккупация? Все нормально. Доктор шутит. Я не шучу, вы делаете все точно так же. Даже провокации, похоже, пропаганда, фразы, которые вы используете. Подумаешь, один раз сказал «пушки вместо масла». Это не единственный слоган из Третьего рейха, который вылетел из вашего рта. Нет, я точно ни у кого ничего не копировал. Воровал, может, но по-честному. Если вы придумали это сами, как вы определяете, фашист человек или нет? Вот вы, доктор, фашист? Нет, конечно. Вам верю. Почему? Я очень хорошо разбираюсь в людях. Станете мне мешать, станете фашистом. Вы пьете таблетки? Нет, я боюсь вашего санитара. Сейчас я его позову. Санитар! Почему? Он дает мне какие-то таблетки, от которых голова разваливается. Я жду, когда ты, наконец, развалишься. Вот он хочет меня убить. Или отравить, а чтобы было 1-1. Никто не хочет вас убить. У нас терапия, и никто, даже ваши внутренние страхи, не должны ей помешать. Показалось? Показалось. Как и то, что ваш народ счастлив под вашим правлением. Подождите, меня поддерживают люди. Люди вас боятся, и только это ваша заслуга. Нет, моя заслуга – сохранение исторической справедливости. Я собиратель земель. А я думал, мы уже прошли этот этап в лечении. Доктор, а у меня вопрос. Давайте вернемся к фашизму. Именно от вас это я ожидал услышать. Я не хочу, чтобы меня вообще с кем-то сравнивали. Но фашизм – это идеология, а у меня никакой идеологии нет. Как раз наоборот, вы сделали идеологию из самих себя. Вы все тут. Нет Путина, нет России. Или я за власть не держусь, но кому я ее оставлю? А вас вообще чуть ли не богом считают. Вы навязали свою идеологию другим. Все как у Гитлера. Над этим надо хорошенько подумать, доктор. Не думаю, что вы этого не понимаете. Но мы поработаем над этим в процессе терапии. Давайте теперь попробуем тест Роршаха. Я с Коленькой на рыбалке, на крючок насаживаем прибалтийскую шпроту, будто бы самих прибалтов на крючок. Вот тут они у меня. Хотят на меня напасть, забрать удочку. Все, я понял. Это территория России в будущем. А почему не сплошным цветом, а такими полосками? А мы все крупные города обходили, чтобы нас побить не успели. И вроде бы всех захватили. То есть опять всем рассказывали, что захватили, а на самом деле даже не подошли. Это дезинформация очень часто у вас встречалась. Все ясно. Это ядерная бомба. Я даже спрашивать боюсь сейчас, с чего вы это взяли. Слушайте, мы какие-то больные, получается. Людям жить не даем. Ты уже 3-й год после митинга всех сажаешь. А ведь там были недовольные тобой люди. Да кто бы говорил? Собиратель земель. Это не люди, а 5-я колонна, купленная американцами. Как вы себе это представляете? Американцы на митингах что, с вертолета деньги скидывали? Слушайте, я, наверное, немного пересмотрю, что я говорил раньше.
может, не все так плохо? Может, и направлений было не 4? А я не очень хочу быть на Гитлера похожим. Хочу на Сталина и Петра Первого. Хорошо, давайте попробуем еще одну методику. Я показываю вам карточки с несколькими фотографиями, а вы говорите, кого вы видите, кто нравится, кто не нравится. Превосходство над миром и свободная Украина. Вечная власть и протесты против диктатуры. Обогащенный уран и мирный атом. Я же еще карточки не показал. Я как футболист знаю, что карточки это не очень хорошо. Вы разве не хоккеист? И хоккеист, и футболист. А еще я на баяне играю. Хотите послушать? В другой раз. А сейчас ответьте, кто вам на этом фото не нравится. Байден, А кто нравится? Гитлер. Но вы не подумайте, я сейчас все объясню. Крепкая власть, железная рука. Мы все поняли, не продолжайте. Давайте теперь вы. Кто не нравится? Вы не поверите, все на одно лицо. Ну, вот этот, на моего отца похож. Это серийный убийца. А, теперь все стало на свои места. Давайте теперь к вам. Кто вам нравится на этом фото? Так тут вы не оставляете выбора. Как и вы. Теперь понимаю, как это не по себе. Давайте покажу таким, кто нравится. А вот этот, усатый. Это не Сталин. Тогда я еще подумаю. Вот этот. Это американский президент Франклин Рузвельт. Да, доктор. Действует ваша методика. Поменяли меня. Хорошо, что вы это понимаете. На сегодня будем заканчивать. Все молодцы. Наши пациенты много размышляют и делают разные выводы. Иногда правильные, иногда нет. Мне кажется, они немножко меньше стали верить в диктатуру как единственно правильный путь. Может, и историю перестанут переписывать, а начнут учить. До встречи в нашей клинике. No!